Был такой деятель Бальдасаре Кастильоне, это 16 век, и он писал руководство для придворных джентльменов. И там производился, у него упоминается такой интересный термин. Это термин спреззатура. Я не точно уверен, вы можете спросить у Гугла. И он переводится как некоторая такая беспечность. Беспечность. Когда кажется, что человек, то, что делает человек, он делает легко. Он скрывает свои усилия. Кажется, что это для него настолько просто и естественно, что по-другому не может быть. Он делает это без усилий и делает без какой-либо, даже, может быть, мысли об этом. Есть отличная статья на сайте Jackson Art, вы можете посмотреть, если вам интересно. И там автор, он рассуждает об этом в контексте ручек, но не таких ручек, не лами, нет. В контексте вот таких ручек, перо. И вот это как раз звездочка. И рисунки пером, они могут создавать такое впечатление, как будто бы произошло какое-то странное чудо. Немножко графики, чуть-чуть, и восторг. Как так произошло? Почему не вложено огромное количество работы? Почему нет драмы? Почему нет огромного холста, заполненного маслом там, или еще чем-нибудь, там, этих акварельных растяжек? А нет, просто чирик, и бамс, вау, экспрессия. И вот он приводит пример работы в рембрандтовском стиле. Вот я часто говорю, что Рембрандт мой рулевой, нужно туда идти. Как? Трудно, но я стараюсь. Это может быть по контексту незаметно. Вот интересно, почему у меня такой контекст? Потому что последние 2 или 3 года я убил на то, чтобы оптимизировать мою технику под людей, совершенно не умеющих рисовать, вместо того, чтобы идти в моей технике вперед, наращивать технический уровень. Я убил все это время на то, чтобы понять, как человеку, который не умеет рисовать, дать вот эту вот технику, и чтобы у него начало получаться сразу. И вот по этому поводу и есть мой курс по скетчингу и быстрому рисунку. И реклама, да. У меня внизу, смотрите под видео, ссылка, там подписка на Boosty, и там я выкладываю части, которые нарабатываю для этого курса. То есть пока курса нету, пока он не готов, но вы можете, там 2 варианта подписки, за 200 рублей, за 400 рублей в месяц. Вы можете видеть тот контент, который я проговариваю именно на курсе, и для курса готовлю большое облако информации. В общем, пока курса нет, вы можете получать этот контент непосредственно от меня, и то, что я не даю в свободном доступе, а то, что делаю только для или на курсе, или среди коллег. В общем, ссылка в описании. Смотрите. Так вот, это рембрандтовская тема. Я очень удивлялся, потому что я ориентировался на то, как рисовали итальянские архитекторы. Потому что у меня большая итальянская история, я там практикую, там различные проекты, и вообще европейские тоже. И я почувствовал дичайшую недостаточность того, как я умею подавать проекты, хотя я довольно круто их подаю в 3D. Во всяком случае, до этого подавал большей частью. Теперь я сочетаю вот эти 2 истории. Они очень крутые, они супер себя дополняют. Это суперсовременная история. Там вон у меня лежит очки виртуальной реальности. Я делаю проект VR, переношу их на свой смартфон, надеваю туда вот эту вот нашлепку для очков виртуальной реальности и приношу клиенту. Клиент смотрит. Как так? Ладно, я покажу. Вот такая штука. Такая балда. Тык-дык. Не вот так. Нет, вот так. А впереди смартфон. И он смотрит так. Обалдеть, какой новый мир. Или его интерьер, или его экстерьер, или его пространство сада. Вот таким образом он может увидеть. То есть я, в общем, вполне себе на этом острее технологий. Но что меня возвращает сюда? Вот это
большая интересная история. 3D супер конкретно. Там обобщенности немного. Вопрос обобщенности и там недоговоренности — это прям сложный вопрос. А перо, вот оно дает такой потрясающий эффект, просто потрясающий, когда происходит вот то, что я обозначал в начале ролика, проговаривал. Именно вот это вот понятие спрезатура, когда ты делаешь немного, но все понятно. Когда ты делаешь такое впечатление, что ты делаешь чуть-чуть, что тебе это супер легко дается. И это очень итальянская тема. Делать все, как будто бы песня, как будто бы танец, как будто бы, ну, вот ты живешь, ты кушаешь, ты проектируешь, ты живешь, ты любишь, ты танцуешь, ты видишь этот мир и показываешь, и делаешь свой мир у себя в голове, и показываешь это людям. Да обалдеть, какая прекрасная профессия. И вот когда я смотрел на примеры, которые пытался повторить итальянских архитекторов, как они раньше рисовали, безусловно, самый большой ихний пример — это Пиранези. Это что-то невообразимое. Совершенно чудовищно прекрасное и невероятное по уровню трудозатрат. Там не подходит вот это слово. Там просто какой-то чудовищный уровень вложения в себя. И там он рисовал не пером, это афорт. То есть он рисовал иглой. И потом делалось, как, я не знаю, как называется. Если вы помните, как называется, напишите в комментариях. Техника печати, когда, ну, на что? На листе, он на металлическом листе, видимо, он выцарапывал свои рисунки невероятные. И я видел их вживую. Я видел их в Пезаро, в Италии. И произошел невероятный, просто потрясный момент. В Пезаро организуется выставка Пиранези. И она идет месяц, а я месяц живу, работаю в Италии, и я все хочу сходить на эту выставку, но у меня все не получается, то погода, то еще что-то. И вот незадолго до отъезда, там осталась неделя до Петербурга, в Петербурге уже снег, там еще солнце вовсю шарит, там все окей, весело. Я таки думаю, все, я пойду в музей, это 100%, и иду в Пезаро, там есть пьяцца Моска. Пьяцца Моска, по-итальянски Моска. Это Москва. Это переводится муха. Вот так. Вот. И я прихожу туда. Я захожу, этот музей Цивика на пьяцца Моска, Пезаро. И просто у меня тут же начинается обалдение. Совершенно невероятное обалдение. Я вижу только первые работы, а это огромные работы, это формат нулевой, наверное. Ну, от формата А2, да, до, наверное, нулевого. Заполненные графикой и заполненные таким чудовищным уровнем проработки, я просто испугался. Я думал, это вот в эту историю я иду. Это ты с ума сошел? У тебя когда будет время жить? И, ну, я начал вести стрим, трансляцию. Наверное, я положу в описании к этому видео ссылку на этот стрим. Если интересно, то переходите и смотрите. И там такое... В общем, я ходил... В общей сложности я был там 5 часов. 2 часа я провел. Нет, 3. 3 часа я провел. Потом началась сиеста, и музей закрыли на час. Я пошел в Пезаро, я пил кофе, сидел, балдел, переживал эти впечатления. Там на вот этой на пьяцца Моска и по центру Пезаро Центро походил. Там немного остыл у фонтана, что-то съел, но большей частью кофе пил. Пил автоматный кофе. Там он настолько превосходный, кофе из автоматов, какой не делают здесь. Я не знаю ни одного заведения, может, я просто не знаю. Или просто у меня таким образом сформированный вкус. Это очень странно. Любой кофейный автомат в Италии выдает настолько превосходный кофе, который я не пробовал здесь, в России. Что такое? Почему так происходит? И можно думать, что ты покупаешь дорогой кофе и что ты пьешь типа нормальный кофе, но нет, простите, нет. Это такая же история, как с оливковым маслом холодного отжима.
Люди думают, что можно его купить здесь. Если у тебя есть большие деньги, ты идешь и ты покупаешь настоящее масло холодного отжима, оливковое. Но нет, нет. Только там первый отжим, он вообще не вывозится за Италию. То, что вы можете купить в магазине, это фейк. Это, знаете что? За это выдается вообще, ну, то есть первый отжим идет холодный, потом идет из вот этих жмыха горячий отжим, ну, горячим уже прессом, понятно, что уже вообще другая история. Потом он идет в бочке, настаивается там. Господи, знаете, что идет на экспорт? Масло, которое налито в эти бочки, в которых был этот жмых. Вот. Так вот, попил кофе и ринулся обратно. В общей сложности 5 часов я там просидел. 5. Пробродил туда-сюда. Ну и частично это был стрим, насколько у меня хватало этой аккумулятора телефона. Вот, можно посмотреть. И я приложу к этому видео еще, ну, какие-то наброски Рембрандта, чтобы вы понимали, о чем речь. Вот, у Рембрандта это все срослось совершенно по-другому. То есть он не делал такую какую-то колоссальную проработанность своих рисунков. Он делал легкие зарисовки. Перед тем, как рисовать свои большие картины, он делал такие вот этюды. Я смотрю, господи, это прямо вот та техника, которую я хочу. И вот я изо всех сил сейчас, не изо всех сил, ну, насколько могу, как могу, когда вспоминаю. Вот, двигаюсь в эту сторону. Это очень любопытно. Посмотрите Рембрандта, он невероятен, он великолепен. И я беру эту историю, переворачиваю, делаю под свои проектные задачи. Это тоже интересно. То есть у практического проектирования ландшафтного, архитектурного есть свои задачи. Есть, например, там, ты должен очень много рисовать. Ну, например, ты думаешь про сад, ты должен прорисовать вот эти вот виды, истории, сценарий, по которому идет человек, и что он в итоге видит. Ты не должен делать это вид сверху. Это странно. Это просто странно, потому что так не нужно делать. Вот. Ты должен создать вот этот вот путь, импрессию и сценарий впечатлений. А для этого ты можешь сделать, я тоже делаю моделью тоже, но лучше, если ты будешь делать в самом начале вот эти вот наброски, когда тебя модель не связывает. Вот очень прикольно. Модель супер связывает твое мышление. А наброски, они всегда новый. И настолько сильнее работает мозг, настолько быстрее работает мозг при ручных набросках, что это просто прям земля и небо. Но если вы идете в историю скорее не авторства, а обслуживание процесса, то вам все равно. А если вы именно автор, архитектор, ландшафтный архитектор, то вот лучше брать вот эти вот инструменты и идти в эту историю. Лучше, конечно, брать перо, на нем ставить руку, а потом идти в оптимизацию. Вот, например. Это, на мой вкус, лучший из линеров. Это Винзор и Ньютон линеры. Они мега крутые. И их штрих в чем-то напоминает вот эту историю. То есть я использую их, потому что они перекликаются. Как они этой магии добились, я не знаю. Вот. Тык-тык. Я не знаю, фокусируется ли на нем что-то. Вот они такие. Два моих основных инструмента. Так вот, продолжаем. В общем, к чему я веду всю вот эту вот историю? К тому, что прошло огромное количество времени, и появилось невероятное количество устройств, которые делают нам жизнь. И появилась вот эта виртуальная реальность, которая часть моего практически любого проекта. Но почему не ушло вот это? Почему? Почему, окей, не ушло вот это?
Оно изменилось на вот это, дополнилось вот этим. Я так сижу и думаю. А главное, ну, параллель-пен, маркеры, аквабраши, всякие истории. Сижу так и думаю. Главное это вот это. Вот. И нужно просто выбрать те инструменты, которые максимальным образом раскрывают вот эту вот историю. Но я повторюсь, максимальным образом ее раскрывает именно в моменте проектирования пишущие инструменты. Вот отсюда мысль идет по руке, тык-дык, и приходит сюда. И это все выглядит очень легко. Все выглядит как естественный процесс. И он является естественным. Он не искусственный, он не пластиковый. Он не продукт оптимизации того, как... Не продукт, он настоящий. Как жизнь, как энергия, как еда, как танец, как песня, как любовь, как радость жизни. Вот. И он проходит через натуральные материалы, вот такие, и приходит на лист. И вот вы видите, у меня, например, там огромное количество уже этих скетчбуков. И в них такая большая история. Это как раньше были фотоальбомы, а у меня альбомы вот этих проектов. Их листаешь. Ну и потому что у меня нарисовано-то все хорошо. Я прям нормально так практикую. Много. Вот, их листаешь и проходишь как такими осязаемыми воспоминаниями. Это то, что вы никогда не ощутите, листая там бездушные рендеры на ноутбуке или на планшете на своем, на мобиле. Ну, как бы окей, все рендеры однотипны. А графика уникальна, она у каждого своя. Ну, как говорят же, почерк, да? Почерк, вот, почерк. Почерк в проектировании, почерк в рисовании. Потрясающий момент, который создает вашу историю. Не делает вас одним из миллиона таких же, которые делают одно и то же, плюс-минус. Ну, потому что глобализация, потому что одни и те же материалы, потому что одни и те же подходы, ну, плюс там стилистические, клиент, вот. А что остается вам, как автору? Что остается за вами? Вот за мной просто сходу, там, вне зависимости от того, что происходит, за мной остается история того, как я думаю. И она записана. Эти миллион скетчбуков все время под рукой. И пришла мысль, она сразу же туда. Пришла мысль туда. Пришла мысль туда. Вот так идет процесс. И для того, чтобы он шел нормально, нужно вот просто нужно научить себя этому. Я научил, чего я вам советую. Ну, вот. И этому тоже я учу. Сейчас преподаю в лесотехнической академии имени Кирова на Лесной, на Мужество. Концептуальное проектирование и, ну, ландшафтный дизайн, ландшафтную архитектуру. Сам процесс дико нравится, вообще невероятно. Ну, те студенты, которые слушают, которые берут, ну, идеи, парадигмы, подход, принципы, вот, мне кажется, они могут просто рвать этот рынок, который странный. Вот. В общем, вот, поделился такой импрессией, экспрессией, да. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин, я ландшафтный архитектор и преподаю вот теперь ландшафтный дизайн, ландшафтную архитектуру в университете лесотехническом. И преподаю скетчинг. Ну, скетчинг сейчас пока немножко на паузе.
я готовлю этот курс, и пока готовится курс, вы можете воспользоваться сервисом платной подписки. 200 рублей или 400 рублей в месяц на разный уровень материалов по ссылке внизу там, Бусти. Вот. Короче, вот. И огромное количество этих свободных материалов по ссылкам, плейлисты там по ландшафтному дизайну, по архитектуре, как рисовать там, и про то, как думать проекты тоже. Много информации. Блин, похоже, я хорошую штуку делаю. Всем чао-чао. Пока. А я пошел на тренировку. Density. Жизнь прекрасна.